На канале глухая пустота, словно давние слои пыли, разрастающиеся в пространстве, превращающим его в кладбище теней. Видеоролики теперь могилы, застывшие кадры, каждый с тенью своей истории, сквозь которую, возможно, вы уже не раз проходили, как сквозь густые заросли, ощупывая трещины надгробий, где не слышно имени, но ощутимо присутствие. Помню, как обещал вам открыть дверь, ведущую туда, где каждый камень хранит отпечатки памяти, где все предстает перед взором в своем странном великолепии. Я долго откладывал путь, как откладываешь слово, что должно возникнуть в миг внутренней ясности. Мне казалось, что нельзя идти просто так, в случайном потоке мыслей. Но, наконец, я осознал, мне нужно лишь освободиться от долга и раствориться в этой прогулке. И теперь я иду туда, как иду сквозь сны, случайно свернув за угол. Не с целью, но с любопытством. Сегодня без исследований, без ожидания открытия, потому что солнце, пролившее тепло на этот день, всего лишь мгновение перед приближающейся тенью холодов. Свет пытался пробиться, но застыл у корней мертвой земли. Ее глубины вбирают в себя истории, скрытые за слоями времени, и ужасы, которые вспыхивают на периферии сознания. Вы на канале «Дом среди лавров». И сегодня мы отправляемся на Хайгейтское кладбище, туда, где каждый шаг рождает эхо прошлого, где смерть и тишина становятся частью узоров города, и в этом мерцании раскрывается самая жуткая и интересная тайна Лондона. В прошлом видео мы с вами шагнули в заросли восточной части Хайгейтского кладбища, где под ногами ощущалась едва уловимая твердость прошлого, и каждый камень отбрасывал свою тень, подобную Смоленскому лютеранскому кладбищу в Петербурге. Оно дышало скорее именами, запечатленными в граните, как пульсы времени. Среди них, например, имя Карла Маркса. Но, как я обмолвился в прошлом видео, подлинные тайны и истинные красоты скрываются за линией западной части Хайгейтского кладбища. Чтобы ступить на западную часть Хайгейтского кладбища сегодня, вам придется заплатить больше, чем за вход на его восточную сторону. Вас встретит предложениями экскурсовода, чье присутствие станет путеводной нитью сквозь хаос и разруху. И не просто ради выгоды, хотя и это здесь присутствует, но прежде всего ради вашего собственного благополучия. После того, как Хайгейт, некогда величественный, погрузился в запустение во второй половине 20 века, его грандиозные мавзолеи и склепы начали разрушаться, становясь символами ускользающей памяти. Один неверный шаг, и гранитные стены, как полузабытые сны, могут рухнуть на вас, сокрыть среди камней и корней. Одна трещина в земле, и вы окажетесь погребенным в этом городе мертвых. Как только проходишь сквозь массивную колоннаду, словно сквозь врата забвения, мир вокруг меркнет, и мы погружаемся в густой полумрак, сотканный из плотной завесы зелени. Мы ступаем на узкую тропу, которая, подобно нити Ариадны, ведет нас все глубже к самой главной достопримечательности этого места – Ливанскому кругу. В самом устройстве этого кладбища таится отголосок французского сада, причудливо запутанное пространство в стиле рококо, где линии теряются в пестроте полевых цветов и переплетенных трав. Словно сама природа позволила себе хаос, но лишь под маской кажущегося беспорядка. Говорят, это место полно диких существ,
и я склонен верить. Лиса, появившаяся на мгновение из зарослей, была полностью поглощена своими собственными делами и, кажется, не особо обращала на меня внимание, а после и вовсе помочилась на могилу и скрылась в зарослях. Как писал Уильям Джастин в своем путеводителе 1865 года, его скромная цель – направлять посетителя в его прогулках по этому священному саду. Священность здесь не просто слово, но ощущение, что пронизывает все, от архитектурных форм до самой ткани ландшафта, где каждый камень и каждый цветок кажутся частицами некой недосказанной теологии. Вот оно, Египетское авеню. Его венчают два строгих обелиска, громадные стражи прошлого. И этот проход выглядит почти театральной декорацией. Арка, поддерживаемая двумя колоннами, вырезанными в виде цветов лотоса, вздымается над землей, как триумф забытой эпохи, в котором египетская символика переплелась с викторианской страстью к древним тайнам. Когда-то, говорят, проспект был огорожен, что только усиливало его монументальность, делая каждый шаг по нему словно процессией сквозь века. Даже сейчас, в обрамлении естественного света, пробивающегося сквозь плющ сверху, он сохраняет свою атмосферу погруженности в тишину, как если бы время здесь дышало медленнее, растворяя шаги в глубине каменных теней. Проход, как мост между мирами, ведет нас мимо 16 склепов к Ливанскому кругу. Под этими сводами прячутся чугунные двери, на которых застыл перевернутый факел, знак угасшей жизни. Каждый из этих семейных мавзолеев может вместить до 12 гробов. И когда вы шагаете по хрустящей гравийной дорожке, тишина вокруг начинает дышать, и вам может показаться, что под этими тяжелыми створками что-то шевелится. Наконец, мы вступаем в пространство легендарного круга Ливана, где 20 гробниц погружаются в землю, образуя немую симфонию из камня вокруг корней когда-то умирающего кедра. Это древний ливанский кедр, от которого круг получил свое имя, чьи ветви некогда простирались, как вечные руки времени, стал старым и больным. В 2019 году его тело не выдержало тяжести веков, и его пришлось срубить. Но на этом не заканчивается цикл. Здесь, у этих стареющих каменных колец, однажды прорастет новый кедр, как прорастают забытые истории, перенося нас в следующий виток. Архитектор Стивен Гири, создавший это необычное место, известен не только своим погребальным проектом, но и лондонскими джин-паласами, роскошными местами утех. Здесь он сотворил что-то большее – живой памятник, сосредоточенный вокруг кедра, некогда стоявшего в сердце старого поместья, исчезнувшего, чтобы уступить место захоронениям. В 1830-е годы кедру уже было за 100 лет. Величественный центр для двойного кольца склепов, каждый запечатанный тяжелой железной дверью, отлитой руками лондонских мастеров. Сегодня круг Ливана далек от того мирного Эдема, каким он задумывался. Каменные кольца гробниц расколоты, они тлеют, словно истлевают не только тела, но и сама память о них. Гири, создавший это место, ушел в 1854 году и был похоронен здесь же, на Хайгейтском кладбище.
Никого не осталось из тех, кто знал покоящихся здесь, и, возможно, мы окажемся единственными живыми существами, кто отдаст дань их молчаливым снам. Но надо быть осторожным. Если мы шагнем за пределы установленных троп, то рискуем провалиться в глубины, скрытые под ветхими плитами, в темные подземные камеры, где время остановилось. Если мы упадем в один из склепов, разбитый и забытый, наши крики о помощи могут раствориться в безмолвии, не дойдя до живых. И тогда мы невольно станем еще одной тенью в этом круге. Поднявшись, наконец, на вершину, мы оказались лицом к лицу с грандиозной террасой. Это легендарные катакомбы Хайгейтского кладбища. Лучший способ прикоснуться к этой жутковатой красоте – через замочную скважину частной экскурсии. Ваш экскурсовод станет хранителем расистого сумрака, откроет врата в пространство, где не найти искусственного света, где только узкие лучи пробиваются сквозь крошечные отверстия, как отблески давних воспоминаний. Катакомбы, воздвигнутые в 1838 году, простираются в бесконечность, обрамленные 825 сводами, известными как локулы. Эти немые камеры были предназначены для хранения вечности, каждая либо с выгравированной табличкой, либо с окном, сквозь которое можно было видеть погруженные в бесконечную тьму гробы. Викторианская эпоха – это буквально очарование смертью, которая была повсюду, грубая неумолимость жизни, в которой дети часто не доживали до зрелости, делала смерть своего рода мрачным, но неизбежным искусством. В те дни было обычным делом провести воскресенье среди теней катакомб, взирая на покоящиеся гробы родных, как на замерзшие воспоминания. Но время неумолимо разорило этот мир. Многие из гробов разбиты. Некоторые пострадали от рук вандалов, а другие взорвались под давлением внутренней силы. Разлагающиеся тела разрывали свинцовые гробы, как будто мертвое не желало оставаться запертым в собственных оковах. Теперь часть этих гробов открыта для взора, обнажая свои тайны. Вам страшно, но я предположу, что перед нами лишь внешние скорлупы, защитные оболочки. В них на самом деле пусто. Это была уловка, чтобы уберечь покойников от рук расхитителей могил. Тела, некогда покоившиеся внутри, давно извлечены и перенесены в иное место, оставив за собой лишь оболочку, словно мертвую кожу, заброшенную временем. Вернувшись под зыбкий полог старых деревьев, где свет просачивается сквозь листву, словно забытые зеркала прошлого, мы не можем не остановиться у могилы Томаса Сейерса. Имя его, быть может, потеряно среди темных ветвей деревьев над его могилой, но когда-то оно звучало громче ударов кулаков о кожу. Сейерс, некогда триумфатор арены, боец на голых кулаках, был для своей эпохи героем, чье имя горело на устах тысяч. Когда в 1865 году он ушел в небытие, само течение времени замедлилось. Британский парламент остановил свои часы, словно стараясь растянуть миг прощания, позволить толпе, подобно приливу, хлынуть в Хайгейт. 30 тысяч человек стеклись к его последнему пристанищу, превратив этот некогда тихий уголок кладбища в место всеобщего паломничества. Его могилу украшает каменный образ верного мастифа Лайена. Его каменные глаза, потускневшие от времени, смотрят вдаль, туда, где когда-то на горизонте появлялся Томас, возвращаясь домой. Теперь же его ожидание стало бесконечным, вечным, растворенным в тумане прошлого. На Хайгейтском кладбище
Удивительно много каменных животных, застывших в вечности, словно древние стражи забытого царства. Среди них есть одно, которое особенно выделяется своей историей и своим мрачным наследием. Это могила, хранящая печать имени, что было шепотом и страхом в викторианской Британии. Джон Атчелер, чье имя когда-то гремело в кругах профессиональных бойцов, выбрал после своей бойцовской славы иную, поистине гротескную стезю – забойщик лошадей, и вскоре его имя стало запретным. Джон был как викторианский Волан-де-Морт, имя, о котором говорили лишь в тишине, да и то с опаской. После ухода с арены Джон переместил свою темную карьеру ближе к рынку крупного рогатого скота на Кинг-Кросс, где его присутствие стало еще более ощутимым и зловещим. Над дверью его офиса висела табличка, врезающаяся в память любого, кто проходил мимо: «Забойщик лошадей для Ее Величества Королевы Виктории». Каменная скульптура на этой могиле не раз становилась целью вандалов. Словно память о Джоне по сей день вызывает желание стереть его присутствие с лица земли. И что самое интересное, сам Джон не похоронен под этим памятником. Здесь покоятся его жена и сын. Джон же был похоронен в западной части кладбища. Как я уже упоминал, у меня не было особой цели исследовать это кладбище. Ведь оно давно исследовано и разобрано на части другими, без моего участия. Я просто гулял, стараясь не думать о своем YouTube-канале, оставив в стороне стремление поймать что-то новое для камеры. Я позволил себе раствориться в безмолвной прогулке. Но одно впечатление цепко ухватилось за мой взгляд. Могила Рассетти. Ее образ всплыл из моей памяти, как отголосок петербургского прошлого, когда она мелькала в моих видео, посвященных необычным и загадочным местам покоя. Неожиданное воспоминание, будто призрак, потянуло меня назад, и я решил вернуться, продвигаясь через кладбищенские дорожки к тому уголку, где тени становятся особенно густыми, и даже дневной свет словно теряет здесь свою силу, преломляясь в переплетениях ветвей. Элизабет Сидл, британская натурщица, поэтесса и художница, была воплощением той таинственной музой, чья тень скользила вдоль полотен и строк прерафаэлитов, отзываясь тихим эхом в каждой их работе. Ее смерть, настигшая ее 11 февраля 1862 года, растворилась в сумерках неразгаданного. Возможно, самоубийство или роковая передозировка. Спустя 6 дней, с 17 февраля, она была предана земле на Хайгейтском кладбище в семейной могиле Рассетти. В тот день ее муж, Данте Габриэль Рассетти, поэт, художник, совершил жест, который казался последней нотой великой трагической симфонии их любви. Он положил в ее гроб рукопись своих стихов, будто отдавая ей все слова, которых уже не хватит, и все метафоры, не спетые при жизни. Но годы шли, и строки, закопанные вместе с ее телом, стали гложущей раной в его душе, что преследовало его в те ночи, когда мысли свивались в тугой узел вокруг утраченных стихов. Тщетно он пытался воскресить строки из памяти, но слова, однажды погруженные в землю, не возвращались. И тогда, спустя 7 лет после похорон, он решился на странное, холодящее душу решение – эксгумацию. Тело Элизабет было извлечено из земли ради возвращения рукописи. Говорят, что ее ярко-рыжие волосы, как пламя, охватили ее гроб, разрастаясь в темноте, заполняя все пространство. Ее образ будто не тронут временем, застывший в вечной красоте, как на полотнах, где она когда-то позировала. Но реальность в тот момент была далека от поэтических метафор. Влажные, разложившиеся страницы с трудом отзывались под его пальцами, и романтика великого жеста разом испарилась. Она исчезла вместе с тронутой тлением бумагой, оставив лишь чувство холодной безысходности.
Эта прогулка впустила меня в зыбкие покои, где время стерло грани, словно забытая мелодия, ускользающая в полумраке. Я вдруг осознал, что вечер уже упал на землю, а я брожу в отголосках, блуждая к выходу. Мраморные камни мелькали, как знаки забытых истин, и все больше знакомых имен проступало из зарослей, как голоса из прошлого. В какой-то миг передо мной возник саркофаг Люсина Фрейда, всемирно известного художника, чьи линии и краски, казалось, еще вибрировали в мраморе его последнего пристанища. Я достал камеру, и в этот миг из кустов возникли две пожилые женщины, тени, тихо проплывающие мимо, едва касаясь земли. Они спросили, не знаю ли я, где найти могилу Джорджа Майкла. Возможно, где-то поблизости, подумал я. Действительно, здесь покоится музыкант, и говорят, его место нельзя тронуть взглядом камеры. Не так далеко от выхода скромный камень над могилой Александра Литвиненко. Когда-то он был офицером ФСБ России, но в конце 2000 года Александр Литвиненко бежал с семьей на Запад. Через год ему дали политическое убежище в Англии. Критика и обвинения, устремленные на родину, неслышным эхом доходили до России. Но в 2006 году в ноябрьском Лондоне настигло нечто ужасное. В первый день этого месяца, после встречи с двумя бывшими агентами, он почувствовал, как изнутри разгорается странное, тихое сияние болезни. Впоследствии станет ясно, они отравили его полонием, тем самым неведомым минералом смерти. 23 ноября Литвиненко умрет, оставив слово, что сам Путин отдал приказ. Шли расследования, попытки экстрадиции, распахнутые двери в никуда, но никто так и не ответил за его убийство. А с вами был Дом среди лавров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.